Конечно, приюты не самое лучшее место для пребывания животных. Это лучше, чем холодная и голодная улица, но не идет ни в какое сравнение с настоящим домом, где тебя любят и заботятся о тебе. В приютах у животных есть еда, крыша над головой, иногда и мягкая лежанка. Но самое главное, чего им так не хватает, это теплоты человеческой души, искренней ласки, ощущения нужности и принадлежности. Они ждут. Каждый день. Часами смотрят в проходящих мимо людей. Надеются. И, возможно, даже мечтают. Многие животные годами находятся в клетках, наблюдая, как других увозят в семьи. Кто-то теряет надежду, кто-то стареет, так и не дождавшись своего шанса. Но чудеса все же случаются. Особенно тогда, когда люди открывают свое сердце навстречу. Так случилось и с этой женщиной. Она давно задумывалась о том, чтобы завести питомца. Ее жизнь шла размеренно, но чего-то не хватало. Возможно, именно этого мягкого комочка, который будет встречать у двери, тереться об ноги, тихо мурлыкать по вечерам. После долгих раздумий она решила не покупать животное, а подарить дом тому, кто его действительно ждет. Так она оказалась в городском приюте. Прогуливаясь между вольерами, она внимательно вглядывалась в мордочки животных. Каждый из них словно кричал взглядом «Выбери меня!». Но вдруг один из котов привлек ее внимание. Это был 11-летний котик по имени Мажо. Он не бросался к решетке, не пытался привлечь к себе внимание. Он просто сидел в углу, спокойно наблюдая. В его глазах было столько мудрости, грусти и одновременно спокойствия, что женщина просто не могла пройти мимо. В тот момент между ними словно пробежала невидимая нить. Она попросила разрешения познакомиться с котиком поближе. Работник приюта открыл клетку, и Можо, не испугавшись, подошел к ней, потерся о руку, мягко замурлыкал. Сердце женщины дрогнуло. Она поняла. Это ее кот. Оформление документов прошло быстро. Работники приюта рассказывали что-то про его прошлое, но женщина, охваченная радостью и волнительным предвкушением, не слишком вслушивалась. Она просто хотела быстрее уехать домой с новым другом. Весь день они провели вместе. Мажо быстро освоился в новом доме, внимательно изучал каждый угол, забрался на диван, с удовольствием ел предложенный корм. Вечером он уютно устроился рядом с хозяйкой, положив голову ей на ногу. Это был идеальный день. Однако ночью женщина вдруг проснулась. Ее словно что-то тревожило. Она начала вспоминать слова работников приюта, обрывки фраз «не один», «лучший друг», разные вольеры, и тут до нее дошло. Можо прибыл в приют не один, с ним был его старший друг, 16-летний кот Макс. Два пожилых кота, вместе пережившие немало, попали в приют, где их почему-то разлучили. Можо остался в одном крыле, а Макса перевели в другой вольер, возможно, из-за возраста или места. Мысль о том, что она невольно разлучила двух друзей, не давала ей покоя. Женщина ворочалась в постели, вспоминала, как Мажо странно оглядывался, когда покидал приют, как будто кого-то искал. Утром, как только приют открылся, она уже стояла у его дверей. Уверенно направившись к стойке, она сказала: «Я приехала за вторым котом, за Максом». Сотрудники были удивлены, но тронуты. Не каждый день кто-то возвращается за пожилым животным, особенно за 16-летним. Они провели женщину к другому крылу, где в углу вольера лежал Макс. Его глаза были грустными, но при виде женщины он словно оживился. А когда его подвели к Мажо, реакция была невероятной. Коты сразу узнали друг друга. Без страха, без замешательства. Они подошли, потерлись носами, замурлыкали, обвили хвостами. Это была встреча настоящих друзей.
Никакое время, никакие стены не смогли разрушить их связь. Теперь оба кота живут вместе в ее доме. Макс, хоть и постарше, но оказался довольно бодрым и ласковым. Он быстро привык к новым условиям, а главное, снова оказался рядом с Мажо. Их невозможно разлучить. Они делают все вместе, едят из одной миски, спят, обнявшись, играют, насколько позволяет возраст. Иногда женщина застает их, когда они смотрят в окно, сидя рядом на подоконнике, и ей кажется, что они обсуждают что-то свое, кошачье. Их дружба трогает до слез. Они будто благодарят ее за то, что она дала им шанс остаться вместе и провести свои зрелые годы в любви и заботе. Она же не жалеет ни на секунду. Напротив, говорит, что именно с их появлением ее дом стал по-настоящему уютным. История Мажо и Макса — это напоминание всем нам. У животных есть чувства. Они способны любить, скучать, тосковать. У них есть друзья, с которыми они не хотят расставаться. И мы, люди, можем либо разрушить это, либо, наоборот, сохранить и поддержать. Женщина сделала выбор в пользу сердца. Она не побоялась взять двух пожилых животных, зная, что с ними будет не так просто, как с молодыми и игривыми котятами. Она не испугалась возможных болезней, затрат, трудностей. Она руководствовалась любовью. И в ответ получила безмерную преданность и теплую дружбу двух хвостатых друзей. Сейчас Мажо и Макс — настоящие звезды среди друзей хозяйки. Все умиляются их отношениям, фотографируют их, делятся их историей. Некоторые, услышав о них, сами решаются поехать в приют и подарить дом тем, кто уже почти потерял надежду. А кто-то просто начинает внимательнее смотреть на своих питомцев, ценить моменты с ними. Потому что жизнь коротка, особенно кошачья. И каждый день, наполненный заботой, это настоящая драгоценность. Макс и Мажо теперь не просто коты. Они символ верности, дружбы и того, как важно делать правильный выбор. Если вы думаете завести питомца, посмотрите сначала в сторону приютов. Там вас уже ждут. Возможно, не один, а сразу два пушистых сердца. Возможно, вас ждет та самая встреча, которая изменит все. А если вы не можете взять животное, расскажите другим, поддержите приюты, просто поделитесь такими историями. Ведь каждое доброе дело, даже маленькое, способно изменить чью-то судьбу. Помните, как и в жизни Мажо и Макса, все начинается с одного взгляда, одного решения, одного доброго поступка. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас еще много подобных добрых и трогательных рассказов. До встречи в следующих видео. Не забывайте, доброта меняет мир. Меняет.